Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы погрузимся в увлекательное путешествие по истории и поговорим о 10 лидерах, чье происхождение настолько необычно, что оно могло бы стать сюжетом для книги или фильма. Эти люди не просто вошли в анналы истории благодаря своим деяниям, но и выделяются тем, откуда они пришли, как поднялись к власти и что оставили после себя. Мы не будем ограничиваться банальными фактами. Я постараюсь копнуть глубже, найти малоизвестные детали и поразмышлять, как их происхождение повлияло на их правление и судьбу. Приготовьтесь к рассказу, который удивит, заставит задуматься и, возможно, даже переосмыслить некоторые исторические события. Поехали! Первым в нашем списке идет Клеопатра VII, последняя царица эллинистического Египта. Да, ее имя знакомо всем, но знаете ли вы, что ее происхождение – это настоящая смесь культур и интриг? Клеопатра была потомком Птолемея I, одного из генералов Александра Македонского, который основал греко-македонскую династию в Египте. То есть она не была коренной египтянкой, как многие думают, а принадлежала к македонской элите, чьи предки пришли из далекой Греции. Но вот что интересно – несмотря на греческое происхождение, Клеопатра стала первым из Птолемеев, кто выучил египетский язык и активно использовал местные традиции для укрепления своей власти. Это был гениальный ход. Она буквально стала своей для народа, которым ее династия правила почти 3 века. А еще ходят слухи, что в ее жилах могла быть капля персидской крови через связи Птолемеев с селевкидами. Ее необычное происхождение дало ей уникальную способность маневрировать между Востоком и Западом, что и сделало ее легендой. Как думаете, смогла бы она так ловко играть с Римом, не будь она такой гибридной фигурой? Далее Чингисхан, основатель Монгольской империи. Его история начинается в степях Центральной Азии, где он родился под именем Темуджин в семье мелкого вождя племени. Но вот что необычно. Его отец был отравлен врагами, когда Темуджину было всего 9 лет. А семью изгнали, оставив выживать в суровых условиях. Представьте, мальчик, который должен был стать никем, буквально боролся за еду, ловил крыс, чтобы прокормить братьев. А еще есть версия, что его мать Ойлун могла быть похищена из другого племени, что добавляет в его происхождение элемент межплеменной вражды. Чингисхан не просто поднялся из нищеты. Он превратил свое изгойское положение в силу, объединив разрозненные племена в одну из величайших империй в истории. Его происхождение учит нас, что иногда именно самые тяжелые условия формируют лидеров, способных перевернуть мир. Интересно, не будь у него такого старта, стал бы он тем, кем стал. Теперь перенесемся в Европу и поговорим о Жанне д'Арк. Девушка из простой крестьянской семьи во французской деревне Домреми. Казалось бы, что тут необычного? Но подумайте, в 15 веке женщина из низов, да еще и подросток, возглавила армию и вдохновила нацию. Ее происхождение само по себе не уникально, а вот обстоятельства – да. Жанна утверждала, что слышала голоса святых, которые велели ей спасти Францию от англичан. Это уже делает ее фигурантом не только истории, но и мистики. А еще есть гипотеза, что она могла быть незаконно рожденной дочерью кого-то из знати, хотя доказательств нет. Ее путь от пастушки до национальной героини – это пример того, как вера и убежденность могут переписать судьбу, даже если ты родился в глуши без единого шанса на величие. Как вам кажется, была ли ее простота ключом к тому, что народ ей поверил? Следующий – Наполеон Бонапарт. Все знают его как великого полководца и императора Франции, но его происхождение – это отдельная история. Наполеон родился на Корсике, острове, который всего за год до его рождения стал частью Франции. Его семья была мелкой корсиканской знатью, говорила на итальянском диалекте, и сам Наполеон до конца жизни сохранял акцент, за который его дразнили в Париже. Он был чужаком в стране, которую позже возглавил. Более того, его отец сотрудничал с французскими властями, что дало Наполеону шанс учиться в военной школе, но корсиканцы считали это предательством. Его происхождение – это смесь гордости и отчуждения. И, возможно, именно это подтолкнуло его доказывать свою ценность через завоевание. Не кажется ли вам, что его нефранцузскость стала тем драйвером, который сделал его таким амбициозным? Пятым идет Екатерина II Великая, императрица России. Ее история – это почти сказка с элементами триллера. Она родилась как София Августа Фредерика в мелком немецком княжестве Ангальд-Цербст. Никаких шансов на трон у нее не было, пока ее не выбрали в невесты будущему российскому императору Петру III.
Немка, далекая от русской культуры, она приехала в Россию, выучила язык, приняла православие и буквально переродилась в Екатерину. А потом, устроив переворот против собственного мужа, захватила власть. Ее происхождение – это не просто необычность, а пример того, как человек может полностью переписать свою идентичность ради цели. Интересно, не будь она иностранкой, смогла бы она так трезво видеть слабости российской системы и проводить реформы? Далее, Авраам Линкольн, 16-й президент США. Его история – классика из «Грязи в князи». Линкольн родился в бедной семье в бревенчатой хижине в Кентукки. Его отец был фермером, а мать умерла, когда ему было 9. Образования почти не было. Он учился сам, читая книги при свете лучины. Но вот что любопытно. Есть версия, что его мать, Нэнси Хэнкс, могла быть незаконно рожденной, что в те времена считалось позором. Линкольн никогда не говорил об этом открыто. Но, возможно, это чувство инаковости дало ему ту стойкость, с которой он боролся за отмену рабства. Его происхождение – это не просто бедность, а борьба с социальными барьерами, которые он преодолел, став символом американской мечты. Как думаете, сыграла ли его скромность ключевую роль в его популярности? 7. Ода Нобунага, японский даймё эпохи Сэнгоку. Его происхождение необычно не столько родословной, сколько репутацией. Нобунага был вторым сыном мелкого феодала, и его юность прошла под прозвищем «Дурак из Овари». Он вел себя эксцентрично, нарушал традиции и казался неподходящим для лидерства. Но именно эта странность позволила ему мыслить нестандартно. Он первым в Японии массово использовал огнестрельное оружие и начал объединение страны. Его происхождение из провинциальной семьи, где он не был первым в очереди на власть, дало ему свободу от догм, что и сделало его революционером. Не кажется ли вам, что иногда дураки оказываются самыми дальновидными? Теперь Харун ар-Рашид, халиф аббасидского халифата. Он родился в семье правящей династии, но его мать была рабыней-йеменкой, что в арабском мире того времени считалось низким происхождением для матери халифа. Тем не менее, Харун стал символом золотого века ислама, вдохновившим сказки «Тысячи и одной ночи». Его смешанное происхождение, возможно, дало ему более широкое видение, позволившее объединять разные народы под своей властью. Интересно, не будь он наполовину чужим, смог бы он так успешно править столь пестрой империей? 9. Теодор Рузвельт, 26-й президент США. Его происхождение необычно не бедностью, а наоборот привилегиями, которые он отверг. Рузвельт родился в богатой нью-йоркской семье, но страдал от астмы и слабого здоровья. Вместо того, чтобы жить в комфорте, он уехал на Запад, стал ковбоем и охотником, буквально перековав себя. Его аристократическое начало и самоотверженный выбор простоты сделали его уникальным лидером, который понимал и элиту, и простых людей. Не думаете ли вы, что именно этот контраст сформировал его реформаторский дух? И, наконец, Нельсон Мандела. Его происхождение – это сочетание королевской крови и колониального гнета. Он родился в семье вождя племени Тембу в Южной Африке, но его народ жил под властью апартеида. Мандела мог бы остаться локальным лидером, но выбрал борьбу за права всех. Его двойная идентичность, наследник традиций и борец против системы, сделала его иконой свободы. Как вам кажется, не будь у него этого корня в двух мирах, смог бы он так объединить нацию? Вот такие 10 лидеров. Их происхождение не просто любопытный факт, а ключ к пониманию их успеха. Они доказывают, что величие рождается не только из привилегий, но и из борьбы, адаптации и даже странностей. Какой из них вас удивил больше всего? Пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи в следующем видео.